Привет, друзья! Сегодня у нас подкаст об интерьерном освещении, о светильниках, обо всем, что связано со светом в интерьере. И я сегодня позвал в гости двух специалистов, практикующих, потому что я считаю, что практика – это самое главное. Ребята постоянно бывают на объектах, постоянно общаются с заказчиками, знают все о ваших болях. Давайте представимся. Всем привет, меня зовут Константин Цепелев. Я основатель и владелец светотехнической компании Bright Bureau. По совместительству я видеоблогер тоже со своим каналом «Главный по свету», амбассадор выставки Interlight и еще куча всяких важных и не очень важных эпитетов. Но самое главное, что я практикующий специалист, и у меня опыт работы с 2006 года. Здравствуйте, меня зовут Борисов Матвей, я сооснователь студии света Бомбард. Занимаюсь подбором, оптимизацией, проектированием освещения для интерьеров и не только. Я, на самом деле, с ребятами очень давно работаю. Работаем с ними как с поставщиками. У нас много разных страшных историй со строек. В общем, сейчас все это будем обсуждать. Давайте начнем с самого главного вопроса. Какие вообще боли у наших заказчиков? С чем к вам приходят? Ну, ладно, возьму слово первым. Да. Во-первых, заказчиков я всегда стараюсь сегментировать. И у каждого сегмента есть свои боли. Если мы отсекаем дизайнеров-архитекторов, как тоже наших партнеров-заказчиков, да, у них свои боли, про них сегодня мы в меньшей степени будем разговаривать, то заказчик для меня – это первое, это коммерческий заказчик, то есть это офис, ресторан, хорика, что-то коммерческое. А второй заказчик – это который заказчик с жилым интерьером, при этом это квартира. И третий тип заказчика, назовем тогда, это заказчик, который с жилым интерьером, но это дом. И у каждого из них абсолютно свои боли. То есть, про коммерцию там можно вообще у них какие боли там. Нужно быстро, нужно, чтобы мне это принесло прибыль, нужно, чтобы я заработал побольше денег, сэкономил при этом побольше денег, меньше косяков, каких-то там моментов. То есть, на самом деле там пул болей, он достаточно объемный, именно связанный больше, наверное, в какую-то степень бизнеса. При этом, что у коммерческого заказчика есть четкое понимание, что световое оборудование, световой проект светового дизайна, он реально связан с деньгами. То есть, насколько ты классно сделал, например, там ресторан, он будет намного успешнее либо неуспешнее. И это понимание есть. Более у, скажем так, простых потребителей, которые квартиры или дома, у них они, наверное, такие я не знаю, что хочу, раз. Я не знаю, сколько это стоит, два. Я думаю, что это будет стоить дорого, и вы меня там будете раскручивать на деньги, потому что вы специалисты. То есть у нас часто такое тоже бывает. У вас слишком дорого, я лучше пойду в Леруа Мерлен, условно, потому что там точно есть фиксированная рыночная цена, общая по России, и меня там не надурят. Вот. А потом какая боязнь есть? Боязнь, что не хватит света, боязнь, что будет много света, боязнь, что вообще ничего не понятно. То есть вот эти все факторы. Еще боязнь, особенно, кстати, вот то, что мы часто встречаем, есть два типа заказчиков. Один вид заказчиков, это у которых нет ничего на руках, кроме желания. Да, то есть очень классно, что появилось желание. У меня есть квартира, дом, я хочу проект освещения. Или я хочу получить какую-то определенную атмосферу, это круто. Второй тип заказчиков, у меня есть дизайн-проект дизайнера, и нам кажется, что там какая-то дичь, вот с такой болью приходит. А что там нам нарисовали? А что там нам поставляли? А будет ли это работать? Да, а почему мы должны условно идти за дизайнером, который нас тащит в какой-нибудь крутой салон, а нам кажется, что нас будут сейчас гореть на деньги. Вот такие боли тоже встречаются. Хотя на самом деле болей их реально намного больше. А в доме? В доме там еще добавляется экстерьер, и там не то чтобы боль, там есть такой стереотип формата, что я хочу экстерьерный проект ландшафтный, но у меня есть ощущение, что он стоит какие-то копейки. Потому что я видел светильники на батарейках, опять-таки, Леруа Мерлен за 800 рублей, и они классно там работают буквально 3 недели ближайшие. Или, а что-то надо, проводку прокладывать под землей по нормативам, а что-то надо подготовку какую-то делать. То есть вот этого ощущения или этого понимания нету. И основная боль, с которой, а не то, что с которой приходят, а с которой они прям сталкиваются, и реально становится больно. Говорят, у меня вот есть сад, 10 соток,
3 дерева, там, цветник, дорожки и так далее. А сколько это стоит? Мы такие, а это стоит вот столько. Они такие, блин, как так может быть? Есть же светильники за 300 рублей. Я их могу там на 10 тысяч накупить, весь сад засадить. Блин, мне кажется, это всего вообще в интерьере касается. Вот Но, вообще, куда не возьмешь, вот эта история. Это что... да, но в экстерьере, то есть если мы говорим про интерьер, там цена ошибки, она как бы, ну, она критична, безусловно, но можно переделать, можно потерпеть. Ничего страшного глобальным, ну, там понятно, что есть там какие-то нюансы, что там может что-то сгореть, не дай бог. В экстерьере у тебя пошел снег, светильник перегорел, у тебя большая собака, светильник она снесла во время удара там хвостом, у тебя газонокосилка, светильник спилила какой-нибудь дешевый, ты неправильно заложил проводку, у тебя коротнуло, ты перерубил кабель лопатой, и пошел движение грунта, у тебя все разорвало к чертовой матери. И не дай бог еще кого-то долбануло током, да, как бы, то есть там в экстерьере реально, ну, намного более жесткие границы ответственности, на которые мы топим, да, как бы объективно, потому что мы всегда стараемся делать круто и безопасно, и надежно, и надолго, да, потому что ну, и вот тут возникает такая некая болезненная реакция у заказчика, что, блин, я рассчитывал вообще там на другую абсолютно историю. А оказывается, когда в это погружаешься, такой, ну, реально, как бы, прям, это важный момент. В интерьере попроще. У вас, Матвей, я знаю, что вы молодая компания, у вас, наверное, почти все заказчики именно приходят с дизайнерами. Ну, в основном, да. Какие... Но есть и просто... Ну, вы общаетесь напрямую с заказчиками, да, я понимаю? Очень часто, да. Какие боли вот? С чем ты сталкиваешься? Ну, в основном люди, в принципе, которые к нам обращаются, они попадают в сказку, да, вот если смотреть работу с дизайнерами, да, то есть для многих это вот покупка квартиры, там, поиск дизайнера, да, потом начало работы вот с дизайнером, они как бы, получая дизайн-проект на руки, они потом начинают стройку, да, как бы, начинают подбор оборудования, ну, в принципе, и как бы сказка проходит. Они начинают первый раз вникать в то, что они как бы сделали с дизайнером, и начинают разбираться, начинают как бы изучать, но ответов очень мало, как бы, и это, ну, такое, на самом деле, вот, когда я начинал заниматься, да, освещением, в принципе, я из визуализации, да, как бы мне нужно было понять, что как работает, и опыт был, набирался очень тяжело и очень как бы, ну, это было сложно выбирать информацию, а обычному человеку, который, в принципе, работает и делает, ну, как бы заработал себе на квартиру, ему, в принципе, эта информация не нужна. Но и он сталкивается с тем, что он ничего не знает о том, что ему предстоит как бы сделать, ну, со своей стройкой. Я Вот. часто сталкивался с тем, что, ну, заказчики смотрят в проект, и они вообще, ну, как бы они видят картинку, и они просто даже не вникают, ну, не вникают. Они не видят текст, Да. они не видят сносок, это вообще Еще есть такой парадокс, что реально заказчики, каждый видит что-то свое. Вот, то есть вообще разные люди. Я сказал, что он не видит, но он ожидает на выходе что-то свое. Да, то есть я говорю, так здесь вообще все по-другому должно было быть. Он такой, а я думал вот так. Я говорю, ну это же конкретная картинка, да, ну просто здесь вот, блин, ну не может быть по-другому. Нет, а я думал вообще по-другому. Такое часто бывает, поэтому, конечно, всем дизайнерам рекомендую проговаривать с вашим заказчиком, что у вас нарисовано, потому что многие просто отсылают картинку и все там. Давай поговорим про главные ошибки, которые делают заказчики при заказе. Вот какая самая главная ошибка, которую не надо делать? Ну, если они уже обратились к специалисту, и специалист проделал работу, да, подобрал освещение, расписал все, сделал комментарии, как бы... Проработал КП. Проработал КП, да. У многих есть такое желание, как бы, по ним, то, что... Ну, мне хочется, интересно, вот самому походить, посмотреть. Вот, ну, или он там просто мимо проходил, там, по Леруа Мерлен, да, там, увидел, что вот у меня в КП мне вот точечный свет там... Сегодня день рекламы Леруа. Да. 8 тысяч рублей. А тут вот практически один в один такой же вот на вид, он мне нравится, почему он там стоит 1500. Вот. И в основном там в коммерческих приложениях прописано очень, ну, то есть любой свет — это не только как бы форма, да, дизайн, качество исполнения, но это очень как бы большое значение техническим параметрам. Вот эти вот все надписи на коробочках. Не просто так. Да, это не просто так, и это очень важно. И как бы, ну, вот там
то, чем мы занимаемся, мы вместе, да, пытаемся именно сделать человеку хорошо, то есть используя свой опыт, да, оптимизировать как бы смету, сделать так, как нужно, чтобы это и дизайнеру было приятно, то есть в исполнении, что в дизайн-проекте нарисовано, как бы у человека была задумка, это было согласовано, да, с человеком. Человеку это уже понравилось на картинках, но так, чтобы это и технически в исполнении получилось правильно и хорошо. Вот. А нельзя никогда отталкиваться от цены. То есть цена, да, это важно, это всегда можно скорректировать, и есть разные производители, да, там есть разные... Я сказал, возможности. На самом деле, одна из таких ошибок, которая влечет за собой вот эти истории, это не проговаривание твоих ожиданий. Самое вот приходит очень типовая история. Приходит какой-нибудь заказчик, или даже дизайнер приходит заказчик, мы спрашиваем, ну какие там, может быть, там плюс-минус какие-то там, бюджет не ограничен. Ты говоришь, ну это понятно, все, как бы это уже можно, в принципе, в стол убирать. Это первый момент. Или второй момент. Ну посчитайте средний бюджет. А я понимаю, что, ну, допустим, взять, там, не знаю, рынок автомобилей. Для кого-то средний бюджет – это Лада Веста, потому что есть еще АК, да, как бы, а для кого-то средний бюджет – это, не знаю, Мерседес и Ешка, да, к примеру, а для кого-то средний бюджет – это поддержанная Бентли, тоже средний бюджет, да, как бы, то есть понятие среднего бюджета, оно очень такое прям размазанное. Вот первая одна такая, ну, это не основная ошибка, но ошибка, которая непонимание по бюджетированию. Она, кстати, и у заказчиков, и у дизайнеров такая есть. То есть, когда спрашиваешь, сколько там, ну, средний бюджет. Средний бюджет, окей, там, давайте хотя бы там переведем это в люстры. Вот за люстры сколько там средний бюджет в вашем понимании? Или средний бюджет за точку, или средний бюджет за спот, или средний бюджет за единицу электрофурнитуры. Что? Потому что, опять-таки, там, любую возьми номенклатуру, средний бюджет электрики. У тебя есть Атлас, там, не знаю, за 300 рублей за пост, а есть, там, не знаю, какой-нибудь Вимор за 15 рублей за пост, за 15 тысяч за пост. Слушай, ну у нас был подкаст с ребятами, с дизайнерами про бюджеты, вообще про стоимость стройки, и ребята, мне кажется, что они прямо вот немножко, как сказать, горячились, что они говорят, наши крутые заказчики, они всегда знают бюджет, они всегда его называют. Блин, ну я не верю в это. Но я постоянно с этим сталкиваюсь, что люди говорят, давайте сделаем там классно, не будем экономить, но чтобы было там цена-качество. И это настолько вот какое-то аморфное вообще обозначение. Это может быть все что угодно вообще. Слушай, ну опять-таки там за почти уже там 20 лет опыта работы, да, я и по пальцам могу пересчитать партнеров, архитекторов, которые приходили реально с пониманием бюджета. В основном мы это как бы нащупываем. Это такой, как бы, знаешь, это классный скилл, нащупать понимание, в каком направлении двигаться. Вот, на самом деле, если продолжить тему ошибок, да, как бы я бы так ее сегментировал тоже, я достаточно люблю все, что в освещении, я как бы вообще полностью не структурный человек, но в работе я стараюсь все как бы прям делить по полочкам. Это одна из главных ошибок, которые, вообще ошибок много, одна из них это спешка. Вообще как бы очень часто это типа у архитекторов тоже, ты прекрасно это знаешь, да, дизайнеров, это нам надо завтра, нам надо вчера, нам надо сегодня смету, нам надо завтра монтировать. Или там у нас приехала кухня, нам надо уже, ну, то есть вот эти все истории, что нам надо срочно, это как бы, ну, спешка чем сложнее проект, тем спешка может повлечь за собой последующие ошибки. И они 100% есть всегда. Поэтому совет слушателям, зрителям, первое, никогда не торопиться. Всегда подходить к вопросу подготовки светового проекта или подбора освещения заблаговременно, чтобы был какой-то пул. Это уже боль дизайнеров реально, но, это не боль заказчиков. Опять-таки, если мы об этом не будем говорить, как бы, да, она этой болью и останется. Но есть и обратная тема, когда откладывают в долгий ящик. То есть все посчитали, может быть, уже тогда что-то не понравилось, да, то есть по цене там, это дорого, но в будущем обычно из практики никогда не бывает дешевле. Ну, то есть... Не, но это все равно как бы должны быть какие-то там рамки, понятно, что там за 3 года вперед там не надо ничего считать. Но до момента там банально ты там, не знаю, у тебя потолки сделаны, проводка проведена, ты с этим приходишь уже за каким-то решением, ты себя очень сильно обрубаешь по моменту. Да, постоянно из-за этого компромиссы всякие происходят. Все правильно. Да. Ты начинаешь как бы себя просто вылезать по вариантам по оборудования. Да.
Ну, у нас сейчас в Москве вот такая же ситуация, говорят, вот, ну, сейчас уже нужен пол, а любой нормальный пол ждать там несколько месяцев, а он нужен через месяц. Все, тут вот дом или нолем, условно. Вот такой выбор вот сузился до вот такого. Все правильно. Со светом то же самое. Ну, свет, мне кажется, это все касается больше технического света, который нужен на момент встройки. Ну, скажем так, который завязан со строительными процессами. Да, с дизайнерским-то проще светом. С дизайнерским проще. Второй момент, который тоже очень не уделяется внимания, и из-за этого возникают ошибки, это не сопоставление, скажем так, световых решений с решениями по управлению. Это тоже очень часто об этом не думают. Очень часто бывает, что мы уже купили электрофурнитуру и поставили какие-то там диммеры. И ты такой думаешь, какие у вас там диммеры, как это будет работать? Потому что на самом деле вот эта связка, если у тебя нет управления на объекте, ну там, да, нет диммирования, просто вкл-выкл классический, то там все просто. Да. Если у тебя что-то посерьезней, то там уже надо вот эти вещи как бы друг с другом очень тесно дружить. Если ты это не подружил, как бы, да, то у тебя могут возникнуть опять-таки косяки. Третий момент, все правильно, как сказал мой коллега, это не, ну, как бы, это на самом деле не то, что боль, это потом боль заказчика возникает. Изначально это наша боль, когда ты делаешь проект, делаешь смету, и ее просто смотрят, ее вот так, как у тебя там смета, там 15 листов, и смотрят последнюю строчку, цена. Да. Смотрят количество позиций и цену. И такие, мне нужно условно решить уравнение из двух неизвестных, найти вот это количество позиций на нижнюю, на более низкую цену. А что у тебя там за позиции заложены? Да, в это не вникает, ну, и заказчики не вникают, и архитекторы не вникают объективно, да, как бы, а на самом деле... Ну, коммерческая еще, у него есть такое итерация, в принципе, то есть изначально там много вариантов, и, ну, вот, как бы дизайнеры есть такой момент, что они как бы там посмотрели, и, там, ну, там, потом решим, потом выберем. А потом оказывается, что вот сейчас надо заказывать, и какие-то позиции, ну, то есть по ним надо перезапрашивать, там, если это Европа. Не, ну, то есть это такие моменты, да, то есть и утеряно время, то есть к итоговому КП можно очень быстрее намного прийти, и это важно, чтобы вот этот промежуточный этап с выбором, его надо быстрее главное, делать. Когда у тебя вот на выходе состыкованная, согласованная смета, а, как правило, это варианты, они на самом деле в работе с архитекторами, в работе с заказчиками, там, как правило, все сразу делается по одному варианту. Но у тебя он берет эту смету, и как бы условно идет просто поиск более там... Ну, была заказчица, она говорит, я всю жизнь работала сметчиком, я сейчас просто вот вообще закинула смету, ну, раскидала во все магазины, там, наш КП, грубо говоря, посчитала дешевле, купила, потом оказалось, что там вообще другие светильники. Вот, то есть вот там, в этом самое главное. Там даже, он даже, там не 5 рожков, а 3, грубо говоря. А потом еще у нее... Просто свет надо всегда завязывать с управлением светом. То есть это очень важный момент. И у нее там диммер не работал, там был лютый скандал, и она говорит, разбирайтесь, я же по вашему КП все сделала. Я говорю, а как я буду разбираться? Я даже не знаю, где вы купили, что вы купили. Ну, там... И почему это не работает? Все правильно. Да, это вообще... Ну, это как раз-таки вот, да, основные ошибки, это как раз-таки не подружить систему управления с освещением и не провести аналитику, что у тебя за оборудование. Опять-таки, ну, то есть, там, например, весь кайф там, моего бюро, оно независимое. То есть мне вообще все равно, как бы, что в итоге. Ну, не то, что все равно, это так грубо звучит. Но, по сути дела, я могу предложить заказчику там, да, от 100 рублей до миллионов рублей за условно один и тот же тип оборудования. За одну лампочку. Ну, за одну лампочку, да. Неплохо. И моя задача предложить выбор и объяснить заказчику, что здесь вот это, здесь вы получите вот это, здесь вот это, здесь вот такие прелести, здесь вот такие прелести. И вот это вот работа с оборудованием. А если просто посмотреть на стоимость, как бы и попробовать ее в 2 раза дешевле сделать, да, ну, главная такая ошибка у заказчиков – это вера в чудеса, что это будет то же самое, просто в 2 раза дешевле. Ну, как бы так не бывает. И на самом деле светильник – это суперсложный продукт. Даже лампочка светодиодная, она состоит из там кучи компонентов, и от каждого компонента будет зависеть, какое качество света ты получишь в итоге. А что такое качество света? Это качество твоей жизни. То есть, ну, на самом деле, вот когда вот это вот ты заказчикам объясняешь, что ты сейчас не светильники покупаешь, ты не разрабатываешь проект и тратишь на него деньги, ты вкладываешься в свое качество жизни.
И оно будет зависеть в том числе от качества дизайна, от качества ремонта и от качества того решения. И ты потом 15 лет до следующего ремонта будешь в этом жить. И насколько ты классно все это проработал и вник в разбор оборудования, будет зависеть просто-напросто от качества жизни. Давай вопрос задам вам, который мне постоянно возникает в работе. Вот буквально вчера мы обсуждали с заказчиком. Это теплота света. Вот, например, у меня в квартире, в моей квартире, у меня все светильники 2700, 3000 кельвинов. Кельвинов, я правильно говорю? Кельвин, да. Это такой теплый нейтральный цвет. Как я знаю, вот недавно тоже обсуждали с ребятами, специалистами OLED, я думаю, что все знаете OLED, подсветка столешницы у меня 4000 кельвинов. Это такой нейтральный, полностью, мне кажется, нейтральный свет. Я думаю, что вы сейчас подробнее расскажете. И я спросил, а почему, откуда вообще пошло такое правило, что вот продукты должны подсвечиваться 4000, а 3000 мне, в принципе, нравится, мне комфортно в этом освещении, он такой теплый, уютный. Заказчики сказали, например, что им нравится более холодный. Я знаю, что вот я был в Дубае, и вот в южных странах, Дубай, Таиланд, у них уют ассоциируется, наоборот, холодом. И у них там прямо реально холодно, мне прям очень неуютно в их там интерьерах. Как определиться, сколько делать кельвинов теплоту освещения дома? На что вообще смотреть? Ну, мы живем в такой широте, где в основном синий свет от неба. Он более в синий цвет. Поэтому людям в данной широте больше подходит теплое освещение, там 3000 кельвинов. Но это как бы... Есть, в принципе, такая гистограмма, да, то есть чем выше светильник, тем он холоднее, чем ближе к глазам, тем он теплее. Но есть еще так, это как бы все о вопросе там, о биодинамике, да, то есть теплый свет, в принципе, человеку будет проще там отдыхать дома, да, там в офисе почему делают там 4000 кельвинов или там больше свет, потому что ну, это человек более работоспособен при таком свете. Чем холоднее, тем мы больше работаем. Слушай, на самом деле световая температура, много факторов она влияет. как бы, во-первых, она должна, ну, если мы просто берем абстрактно цветовую температуру, то ее восприятие, оно на генном уровне завязано на нас, с точки зрения биодинамического освещения, то есть движение Солнца по небосводу. Если его проанализировать, ты понимаешь, в каких ритмах ты когда жил и живешь в день суточный, да, и как ты себя там условно ведешь, и какие процессы у тебя происходят. Да, на этом основана биодинамика. Если смотреть на нее, то мы, говоря про жилой интерьер, да, мы сейчас про жилой интерьер очень говорим, то это теплый спектр, 3000, может быть, 3500, да, в каких случаях, 3-2700, да, как бы вот, ну, фактически про то, что ты говоришь, для комфортного отдыха. Это первый момент. Второй момент. Есть научное обоснование, есть кривая Критхофа, которая показывает зависимость интенсивности светового потока к цветовой температуре. Для непосвященных, да, что такое световой поток, это условно, сколько света будет давать светильник, то есть ну, как он много света дает или мало, насколько будет световая картинка интенсивная. Вот. То есть, соответственно, если мы говорим про световой поток, напрямую зависит, дает, какую освещенность мы получим на там, поверхностях, которая в люксах измеряется. Так вот, если мы перенесемся, например, в офисное пространство, где есть нормативы, там 500 люкс, 600 люкс, 700 люкс, да, и там где-то, может быть, там 1000 люкс, то вот с возрастанием вот этой освещенности цветовая температура должна увеличиваться, то есть становиться более холодной. Как только ты нормативы как бы, или освещенность понижаешь, 200 люкс, 300, 150, 100, то цветовая температура должна становиться теплее. Можно, для простых людей? Короче, чем ярче свет, тем он должен быть холоднее. Тем он должен быть холоднее, чем он более приглушенный, он должен быть теплее. Соответственно, в жилом интерьере мы работаем не с ярким освещением в большинстве случаев. Да. Это к вопросу как раз-таки про зону готовки. Там свет интенсивный, в том числе он будет комфортный на 4000 кельвин, например. Да? Третий момент про световой... то есть, если бы у меня был в зоне готовки яркий такой, но при этом желтый свет... это тебе было бы некомфортно и неудобно. Но мне очень хорошо объяснили. Мне сказали, что у тебя еда будет невкусно смотреться, просто она будет желтая, такая ужасная. На самом деле готовая еда смотрится вкусно в теплом свете. Это тоже важный момент. Третий момент, при выборе цветовой температуры нужно отталкиваться от отделочных материалов и тому, как наполнен жилой интерьер. Потому что, ну, например, если у тебя интерьер в бетоне, да, какой-нибудь там лофт с бетонными отливками, или куча стали,
или там еще каких-то материалов, то теплый спектр, он это все дело немножко подпортит визуально. И поэтому там, ну, опять-таки, тут уже вмешивается история кучи уровней освещения, да, местное, общее, там, зонирование и так далее. Там как бы в таких интерьерах ты цветовую температуру делаешь общую, например, холодную, для того, чтобы у тебя интерьер смотрелся классно. Но какое-то зонирование идешь делать теплым, чтобы ты все-таки отдыхал и чувствовал себя комфортно. Если совсем простым языком, для жилого интерьера комфортный цвет для отдыха – это теплый. Но, возможно, вариации всегда. Для этого и придумали, да, сценарий, что, в принципе, сейчас возможностью света есть то, что можно любой интерьер сделать сценарным под разные задачи, под разные... То есть он может быть всегда теплым, но иногда нужно провести какое-то мероприятие и сделать похолоднее. Зум-конференцию. Зум-конференцию, врубить да. красный свет. Ну, кстати, цветной свет – это тоже отдельная же история. Там тоже очень много моментов, потому что вообще все, что связано с освещением, оно как бы кроется в понимании создания атмосферы. Атмосфера кроется в понимании того, как ты психологически с ней взаимодействуешь. И вот в том числе интенсивность света, цветовая температура – это все как бы про то, как ты, как организм, будешь с этим взаимодействовать. И в том числе делать цветной свет, он тоже имеет свои какие-то вариации. Ну, кстати, сейчас в преддверии Нового года как бы вот мы всегда жили, да, в квартирах, в которых есть вот определенный сценарий света, но на Новый год мы наряжаем елку, да, повесили гирлянды разноцветные и получаем определенное новогоднее настроение, да, то есть у нас, в принципе, вот эта вот световая мишура, да, как бы она дает нам вот это настроение. И это тоже как... А этот сценарий света может, в принципе, быть заложен цветной, в принципе, в проекте. То есть можно праздник получать не только на Новый год. Просто обычным людям, не связанным со светом, что им делать? На что им ориентироваться? Или общаться с вами? Ну, хотя бы подумать на эту тему. Многие... Куча, на самом деле, да, вот опять-таки даже твой подкаст, он уже там открывает отвечает на кучу вопросов. То есть, как бы, если ты человек, который хочет сам покопаться в всей этой истории, ну, как бы ответы на вопросы найти можно. Да, их надо фильтровать, потому что, ты, как понимаешь, интернет, он пестрит всем, чем только можно пестрить, да. Вот, но, тем не менее, как бы вот можно ответы найти. Кстати, еще один частый вопрос. А что делать? А можно ли смешивать разные спектры? Да. Можно, да. Только надо это делать... Вот тут, на самом деле, без помощи, наверное, практикующего специалиста будет сложновато, потому что там надо... Ну, кто-то смешивает, знаешь, в одной люстре там 6-рожковой люстре, там 3 лампочки теплых, 3 лампочки холодных. Вот это как бы делать не надо. Хотя некоторые так тоже делают, и у меня даже у одной из моих подруг реально в квартире так сделано, я говорю, вообще что? Ну вот, я что-то прочитала где-то там в интернете, что при таком смешении получается наилучшая цветовая температура, которая там, ну там вообще, то есть просто какая-то история там загнанная абсолютно в какие-то рамки. Вот это вот один момент. Второй момент, смешивать можно, но нужно делать это с умом. Ну да, блин, это жесть, конечно. Ребят, ну я буду с вами советоваться, потому что, ну, это прям, я понимаю, что это целое огромное искусство, и, ну, самому в этом всем разбираться, потому что интерьер, свет может полностью вообще изменить интерьер, ну вот вообще. И, как правило, может испортить. Ну, на самом деле, вот мне лично жить в биодинамическом освещении, да, то есть это как бы такая... Ну, уже не новая, но, в принципе, развивающаяся тема, что вот люди, в принципе, узнали о том, что можно в своей квартире сделать биодинамическое освещение, да, то есть оно будет повторять ритмы, ну, прохождения солнечного диска, так сказать, в течение дня. Вот, но у меня, например, вот абсолютно рваный график, и, то есть мне иногда комфортно, там, я в 9 часов вечера могу уснуть, да, потом я могу там работать до 3 часов ночи, и я вот сам за собой замечал, то есть у меня настроена биодинамика, там, что к 9 там уже все, он уже совсем тусклый свет, и вроде как я должен хотеть спать, а я работаю, и я не хочу спать, и мне приходится выключать биодинамику, включать 4 там, ну, я работаю с лампой в основном, с одной там, с настольной, мне так больше всего комфортно, но все равно как бы вот этот вот меня так мешает. Да, меня мешает. Это вот для людей, у которых вот один ритм жизни, да, там идеально. Работа в одно время, сон тоже в одно время, им идеально, потому что это реально тебя подготавливает. Ты это не начинаешь прям чувствовать, как тебя так вот светом
направляет в кровать, и ты все спокойно засыпаешь. И также это помогает просыпаться, потому что там условно включаю. В Питере это классно, когда у нас солнце, 2 часа в день. Да, это очень классная тема, но подходит не всем тоже. Давайте поговорим о том, что подходит всем или не подходит всем. Давайте поговорим про китайские светильники. Слушай, вот вопрос вообще самый часто задаваемый, и с каждым годом он становится, наверное, самым часто задаваемым. Ну, как бы Китай рознь. Это как бы один вот там смартфон, который вот у каждого у нас в кармане, он тоже китайский. Да и машина сейчас уже. Машины китайские. Ну, то есть Китай это классно в какой-то степени, да, то есть ничего плохого в Китае нет, это раз. Во-вторых, если мы говорим про всеобщую какую-то такую торговую, ну, если взять весь мир как торговый какой-то там элемент, то ты можешь взять абсолютно все, что угодно, и там абсолютно будет точно 100% какая-то китайская единичка. Потому что Китай это делает, он все делает. И он делает абсолютно для разных там элементов, поэтому это нормально. Просто Китай рознь. Ожидать чуда от покупки светильников с Алиэкспресса, ну, наверное, тоже не надо. Но выбирать с умом качественные китайские решения нужно. Но тут, на самом деле, опять-таки, рекомендация заказчикам, да, зрителям, ну, не просто смотреть на форму и на цену. У светильника, на самом деле, намного больше характеристик, чем цена и цвет и форма. Там есть оптика, на которую надо смотреть, качество оптики, световые потоки, индекс светопередачи, пульсирует, не пульсирует, управляется, не управляется, какой радиатор, какой блок питания. Да, например, там даже, допустим, взять тоже, с чем мы сталкиваемся постоянно, мы сделали там, допустим, просто один из сегментов проекта, это там кессонное закарнизное освещение, да, как бы лента и блок питания. Стандартное решение практически в каждом проекте есть. Или даже если совсем упростить, подсветка кухонного фартука светодиодной лентой с блоком питания. Вот казалось бы, да, там коммерческое предложение состоит из 4 пунктов, там, с 5. И вот сравниваешь и говоришь, ну вот, заказчик говорит, ну вот мне предложили в 2 раза дешевле. Я говорю, ну давай вот разберемся, что в 2 раза дешевле. У нас идет лента с повышенной цветопередачей, здесь низкая цветопередача. У нас в профиле, здесь без профиля. Там, окей, как бы можно без профиля, там супер экономить каким-то образом. Но даже блок питания если взять. Вот мы рекомендуем ставить герметичные, IP-защищенные металлические блоки, которые гарантированно проработают там 3-5 лет, а может быть, ну, при какой, смотря интенсивности, там, у меня дома уже 10 лет стоит, ничего с ним не случилось. А есть блоки, как ты, наверное, тоже видел, такие сетчатые, с дырочками. С вентилятором. С вентилятором, не дай бог. Которые запылятся, загрязнятся. Ну, ты же не будешь никогда думать о том, что тебе нужно раз в неделю, как ты квартиру убираешь, идти с пылесосом блок питания чистить. Никогда ты этого делать не будешь. Выйдет из строя гарантированно через год, может, через 1,5 и так далее. Особенно, гарантия просто. А гарантия на них, как правило, годовая. И я к тому, что еще при выборе, то, что тоже имеет значение. Да, может иметь опять-таки, значение. Хорошие блоки питания идут с хорошей гарантией. Блоки питания вот эти, которые они идут с гарантией год, и, как правило, через год уже, там, год-полтора, там, 2 он выходит из строя. Замена, трата нервов, трата денег, трата сил, там, да, как бы куча моментов. И вот эти вещи нужно реально разбирать. И это на примере блока питания, а ты какой бы элемент световой системы не взял, вот его можно разобрать именно так. Да, еще блоки могут быть вот герметичные, они часто подходят еще. То есть мы купили ленту, потом захотели ее задимировать. Обычный блок может дать сильное мерцание, ну, то есть герметично не подходит для таких мест. Блок да, должен быть демируемым в любом случае. Ну да. Дает он мерцание или не дает, это уже от качества самого оборудования. И от качества диммера в том числе. И вот это как раз-таки мы возвращаемся к тому, что как только у тебя появляется что-то, что ты должен задимировать, вообще тут должно включиться такой восклицательный знак мерцающий, вот такой, у меня демирование. Демирование – это всегда самая боль. Вот все самое больное со светом было всегда связано с демированием. Всегда, блин. Да. Подтверждаю. Что самое главное, и на этапе подготовки, и на этапе исправления косяков, на которые ты заходишь. Смотрите, ну, по свету китайскому понятно, что европейский свет может быть китайский. Я был вот в этом... не в Фушане, Гудзен город, где только светильники в Китае, и мы были в шоуруме фабрики Грок испанской, которая у меня дома лежит, вот висит испанский светильник. У них есть официальный шоурум в Китае, то есть там все это производится. Там же есть эта улица светильников, там же у них эти Центр Свет тусуется, там ребята и так далее, там короче, весь мир там тусуется.
Но мы чаще всего про Китай говорим в смысле не оригинального света, ну, там, какого-то европейского, просто с мощностями китайскими. Мы говорим про всякие реплики. Вот я понимаю, что они тоже же бывают разного качества. Абсолютно. И вот как раз-таки с репликами вот тоже... Что такое реплика? Вздохи. Ну просто во-первых, надо понимать, что все, что вы видите в интернете на картинке, Да. это картинка оригинального светильника. В 99% случаев сфотографировали или стащили с сайта оригинал. И он везде одинаковый. То есть ты берешь там, шерстишь интернет, там, не знаю, там какая-нибудь люстра, условно там Vibia. Вот у тебя Vibia, модель такая-то, картинка с оригинального сайта, и пошло. 100, 80, 70, 60, 50, 40 тысяч, 30 тысяч, 20 тысяч, 15 тысяч, 10 тысяч. А картинка одна и та же, одинаковая. Да. И тут, на самом деле, вот с репликами работать... Ну, во-первых, мое мнение, оно не изменилось. Существует... вот у нас в портфолио компании более 5 с лишним тысяч фабрик в абсолютно разном ценовом сегменте. Можно найти достойные вещи и недорогие. И не надо прибегать именно к поиску копии. То есть реально есть классные вещи. Опять-таки, копия или реплика – это одна история, а светильник похожий – это другая история. Я думаю, что это на самом деле больше даже не для наших заказчиков, это больше для дизайнеров совет. Потому что заказчики, они не должны в этом даже разбираться. Но это, на самом деле, это не их вообще забота, да. Красивый светильник, они не знают, реплика это не реплика. А дизайнер должен, это как, знаешь, какой-то байер продаст палёную сумку заказчику, тот даже не поймет, да, и будет ходить с ней, и над ним все будут смеяться. Грубо говоря, кто в теме. Это то же самое. То есть ты предлагаешь своему заказчику просто копию, подделку, хотя ты можешь предложить что-то интересное по примерно такой же цене, и это не будет подделкой. Есть такой момент, что не всегда копия и реплика, да, это прям что-то негативное. То есть есть еще такое понятие, как светильник индивидуального изготовления. То есть у меня вот был объект, там практически весь декоративный свет. Так получилось абсолютно случайно у дизайнера, когда они нарисовали, практически все, что они нарисовали, там бра, подвесные светильники, все было снято с производства. Это, есть такой момент, что дизайнер работает с визуализатором, визуализатор работает с таким сайтом, как 3D.ru. На 3D.ru огромное количество моделей, которые там, они, наоборот, как раз постоянно обновляются, но каким-то чудом там визуализатор, да, может, ему надо сделать проект, он берет модель, ставит, в хороших студиях проверяют то, что они ставят. Они, в принципе, уже изначально ищут на 3D то, что они хотят использовать. Но есть такие моменты, когда там может быть спешка или, в принципе, от любой квалификации. Да. Производства в любом случае. Да, и просто даже вот в проекте, например, посчитали, через год... проект ведется не за месяц, а да. И вот мы производили практически все. Обрисовывали, производили что-то в России, что-то в Китае, и собирались. И сам такой момент всегда, да, вот реплика, и, в принципе, это светильник индивидуального изготовления. Он во всех моментах были косяки. Где-то с покрасками перекрашивали, где-то еще. То есть, там один был идеальный, все хорошо. Но, то есть, это всегда история такая компромиссная. Просто человек уже, ему нарисовали, да, у него была картинка, он влюбился, он хочет именно вот так. Вот он не хочет ничего менять, ему это дополнительный стресс, воли, да, приносит. Он хочет так. Но это всегда плюс к цене. Потому что, на самом деле, Китай – это вот в том плане, да, вот хороших реплики, да, когда человек... почему человек, в принципе, начинает задумываться о реплике? Это всегда вопрос денег. Вопросов нет, просто есть реально крутые вещи, которые стоят дешевле реплик. Да. И даже европейские. То есть, можно найти Италию, которая... Да, Испания, Италия, то есть все можно по форме, да, там, то есть... ассортимент, он огромный, то есть можно посмотреть и влюбиться в другую, да, вещь, но иногда вот... касательно реплик, да, или но Китай китайских каких-то, да, во-первых, не реплика, а точная копия. Пускай не важно. Нас научили в Китае это правильно. Не надо ожидать чуда от дешевого.
Это первый момент. Второй момент. Не надо быть... Ну, то есть, если ты покупаешь светильник, который заедом дешевле оригиналов десятки тысяч раз, условно, да, не надо придираться к нему, что а здесь вот оттенок золота немножко не такой, как мы ожидали, как в оригинале. Ну, конечно, он не такой. Качество покраски. Качество покраски. То есть у нас, ну, то есть ты либо как бы идешь по пути, я экономлю, покупаю точно такую же картинку. Глаза. Точно такую же картинку задешево. И не предъявляю к ней каких-то возвышенных ожиданий. Второй момент, я ищу что-то, что мне подходит под бюджету, но другого форм-фактора, другого вида, еще что-то. И третий момент, ну, все-таки, как бы, вот, например, там, ну, у моего бюро, как бы, ну, реально колоссальный опыт в понимании, что хорошо, что плохо, и хотя бы можно проконсультироваться, как бы, и мы скажем, что вот там вот это вот прям вот вообще просто ведро с гайками, это еще можно повесить как бы там на высоте 3 метров, будет незаметно. То есть есть определенно наработанный, ну, опыт. То есть лучше прям посоветоваться перед тем, как покупать. И второй момент, как бы, опять-таки, там, если возвращаемся к тому же Алиэкспрессу и о работе там с поставщиками, например, да, с тем же, там, не знаю, там, моим бюро в том числе. Алиэкспресс пришел, ты его принял на объекте, как бы, и ты с этим уже ничего не сделаешь. Пришел товар у нас, мы его вскрыли, проверили, отбраковали, сделали кучу итераций по замене, как бы, и в конечном итоге выдали заказчику хотя бы что-то, что маломальски подходит под эталон качества. Тоже такой момент, совет. Но лучше как бы идти к покупке всех этих решений с аналитикой и с пониманием, что в итоге, в конечном итоге, получишь. У меня практический вопрос. Диодные лампы, люстры даже, не лампы, именно люстры. Насколько они одноразовые? Просто у меня, я помню, мы были поставщик светильников ArtLight, такой был, и сейчас существует в Петербурге. Заказчикам выбирали люстру, и заказчик говорит, я хочу, чтобы все лампы всегда можно было заменить. То есть мне эта люстра не подходит, потому что она, получается, по сути, одноразовая. И девушка-менеджер говорит, ну, знаете, это как собака, люстра как собака. Вот вы ее любите, вот, а потом она умирает. И все. Мне запомнился этот вообще сравнение. Мне кажется, что это сравнение можно применить вообще ко всему, что ты вообще покупаешь, в принципе, вообще все, что... И ты идешь на похороны, на мусорку. Ну, потому что она скажет, что люстра одноразовая, да, она очень долго будет работать, есть гарантия там какая-то годовая, тебе просто новую люстру дадут, да, но если потом она сломается, ее уже не починить. Насколько это правда? Да, такой ответ, типа, ну ты же не несешь щенка потом на мусорку. Слушай, по поводу, если мы говорим конкретно про люстры, да, потому что как бы тут надо делить, то есть ты понимаешь, что еще ты такой сейчас как бы закинул историю, для условно половины зрителей люстры это как бы все, что касается светильников, понимаешь, это все люстры. То есть есть же технический свет, есть точки, споты, прожектора, линейки, профиля, там куча всего, и оно светодиодное классное. И оно лучше, чем история с лампочками. Да. Я могу даже объяснить, там, если нужно, почему. Ну, мне кажется, там просто проще сделать какую-то замену. Во-первых, там проще сделать замену. Во-вторых, как бы мы опять-таки говорим про качественное решение, да, как бы в первую очередь. В техническом свете это супер важно. Там можно сделать замену, там типовые чипы, все можно отремонтировать, как бы, да, это как бы все идеально работает. У тебя, как правило, состоит из частей, которые ты можешь заменить, те же самые блоки питания, которые вышел из строя, ты заменил. Если мы говорим именно про люстры, а их как бы реально очень много, то я вот с этой диодной люстры терпеть не могу, потому что действительно они одноразовые. И чем она проще, тем она скорее выйдет из строя. Быстрее, чем там ты рассчитываешь. И опять-таки по опыту они не подлежат реанимации. То есть там вот у нас были куча случаев, когда заказчик приходит, говорит, я у вас покупал люстру, там, условно, там 2-3 года назад. Это, кстати, хороший срок для суперэконома. И она перегорела. Вы, конечно, меня предупреждали об этом, но все равно было неожиданно. Что мне с ней делать? Мы такие, ну окей, у нас есть сервисный как бы участок, где мы можем что-то сделать. То мы ее вскрываем и понимаем, что это чудо китайского мысли, и оно не подлежит аналитике, потому что у тебя блок питания определенной формы какой-то там изогнутый, Г-образный, который встает четко в эту нишу, и он не производится никем из мировых производителей. Только этим производителем, который делает эту люстру. Ты звонишь этому производителю, говоришь, что у вас была эта люстра, мне нужен блок питания. Они такие, ой, мы эту люстру уже сняли давно вместе с этим блоком питания, потому что неудачная модель. Все. И ты ничего с этим сделать не можешь, тебе приходится выкидывать, покупать новую люстру. А самое обидное то, что она, может быть, идеально вписывалась в дизайн.
Она, может быть, не дай бог, еще каким-то образом архитектурно вписывалась, там, в какие-то размеры, в ниши или еще что-то. И вот потом путь реанимации этого решения комплексного, он может быть очень болезненный. Поэтому тут вариант все-таки выбирать из либо суперкачественного оборудования. Если мы говорим про люстры, возможно, там можно использовать все-таки светильники с лампочками, либо с теми элементами, которые можно заменить. Вот, а еще один вид бесячей продукции, который меня прям реально раздражает, это люстра, которая светодиодная, которая 3 включения имеет. Ты включил один раз, она у тебя холодно светит, второй раз она у тебя нейтрально, третий раз она у тебя теплым. Я просто тут в гостинице недавно останавливался, ты включаешь такой мерзкий холодный свет, тебе надо вот несколько раз нажать на выключатель, чтобы она перешла на определенный режим. Такая вот история тоже как бы... Так дайцы бы тебя не поняли. Так можно и с лампочками. На самом деле у людей лампочки такие покупают, там, push-dim, да, там 3 степа. Многие, ну, такая ошибка есть, там, они думают, что это димируемая лампочка, а она просто меняет цвет. От режима включения, да. Ну, по сути, ну, для меня это и был диммер, я помню. Такая, я почему-то считал, что это диммер вот лет 20 назад. Сейчас, ну, push, да, трехэтапный. Сейчас мы сейчас, в принципе... Что по поводу технического света вот вообще? На что нужно смотреть? Потому что, ну, мое убеждение, что технический свет должен быть суперкачественный, но это такое очень, опять же, очень расплывчатое убеждение. Как его конкретизировать? На что вот заказчикам обращать внимание в первую очередь? Ну, если отбросить форму, да, то есть это должен быть качественный светодиод, видно, что, ну, хотя бы визуально видно, что там есть охлаждение радиатора, да, потому что, в принципе, светодиод вечен, если он не перегревается, по сути, ну, плюс-минус. Вторичная оптика, качество этой вторичной оптики очень важно. Что такое вторичная оптика? Ну, то есть, это то, что формирует световой луч фактически. Да. Типа рассеивателя? Ну, рассеиватель тоже вторичная оптика, просто рассеиватель, он рассеивает, Да. делает свет максимально рассеянным. А есть как бы различные линзы, которые фокусируют его в световые пучки 10, там, 20, 30, 60 градусов. То есть та характеристика, которая тоже, кстати, должна быть обязательно прописана везде. Угу. На светильнике, в коммерческом предложении, в проекте. Это характеристика, на которую нужно смотреть. Потому что можно купить что-то там с 10-градусной оптикой и получить там такой вообще эффект в интерьере, который там вообще просто ты его не забудешь никогда. Вот. И что самое правильно сказано, что от вторичной оптики очень сильно зависит качество световой картинки, потому что дешевая оптика, она может мазать свет, она может искажать, она может давать итерации. Она очень сильно снижает цветопередачу. Я сегодня про цветопередачу скажу уже, там, не знаю, раз 100. Для зрителей цветопередача это то, насколько искусственный свет правильно передает цвета. То есть, насколько он не искажает. И, на мой взгляд, например, цветопередача, она как раз-таки это прям очень тесно связано с пониманием качества жизни, потому что насколько ты видишь, как ты живешь, и насколько ты видишь себя, и насколько ты видишь своих сожителей. У меня была ситуация буквально вот на днях, короче, я оставлял машину в сервисе на юге города, и мне нужно было куда-то срочно пойти поесть, а там было мало времени, я не мог далеко от сервиса уйти, я зашел в какой-то там ресторан местного разлива, и я сажусь, ну, мне приносят меню, и я не вижу, короче, меню, и я как идиот включаю фонарик и сижу вот так с фонариком, короче, листаю меню, и потом мне приносят еду, и я не вижу еду, то есть какая-то темная... Ну, это просто отвратительно. Я очень люблю видеть еду. Опять же, в каком-то ресторане там крутом, я помню, я садился вот так, у меня был суп, и я вот так наклоняюсь, и у меня тень от головы закрывает суп, и я ничего не вижу. Это тоже было просто отвратительно. Вот. И по поводу технического света, мне кажется, нужно всегда делать проект этого света. Проект, да. Все-таки сравнивать, ну, то есть, ну, вот покупать по картинке, с техническим светом тоже как бы нужно быть максимально аккуратным. То есть надо, ну, немножко вовлечения и заказчика, и архитектора, и вообще всех, кто как бы как-то связан вот с этим вот процессом, вовлечься в процесс того, что вообще выбрано, что заложено, почему. И вообще в целом, ну, там, мы пропагандируем такую историю, что любая итерация с проектом, она должна идти через вопрос «зачем и почему?». Вот зачем и почему. Если ты как бы вот когда ты вот так вот «а зачем светильник? А почему именно этот? Ага, понятно. А зачем здесь вот эта линия? А почему именно так? А что он мне...» Ну, то есть, когда ты так вот прорабатываешь,
то даже как бы вот если зрители есть там у кого-то там ремонт, проекты, готовые проекты дизайнера, и они не хотят там каким-то образом... Дизайнеры напряглись сейчас. Да, ну как бы погрузиться в вот проект, то надо смотреть и говорить, так, ага, классно, а зачем это здесь? И почему именно это? И тогда и можешь задать вопрос дизайнеру, можешь задать вопрос поставщику, и это правильный вопрос. И вообще, в принципе, как бы правильный посыл, когда ты идешь за светильниками, ты идешь не за светильниками, а ты идешь за решением определенных задач. То есть это разные два подхода. За светильниками ты реально идешь в Леруа Мерлен. Ты не решишь никакой задачи, кроме подбора по картинке. А если ты хочешь создать атмосферу, отыграть интерьер, стилистику, сценарийность, погрузиться вообще в этот процесс, то тебе нужно понять задачи и их решения. Это такие два глобальных подхода к разных. То есть либо ты просто покупаешь светильники, которые будут каким-то образом жить с тобой, либо ты реально погружаешься в процесс и решаешь определенные задачи. А если другая крайность, вот, например, очень-очень часто заказчики говорят, у нас детская комната, я вот в подкасте с психологом это обсуждал, у нас детская комната или гостиная, и я люблю, когда очень много света, прям я люблю свет, я люблю, когда ярко, я хочу видеть каждую пылинку. И дизайнеры просто там зафигачивают все в этих, линейках, либо в точках или в чем-то таком, прям очень много всего. Как дизайнеру с этим быть? Бороться, объяснять. То есть это вот как раз большое количество света, да, вот такое вот чересчур, оно будет влиять на психологическое состояние. То есть человека, если человек делает для своего ребенка, то как бы ему... Ну, есть какая-то норма? Вот на что людям ориентироваться Слушай, обычно? нормы есть. На самом деле, если мы говорим про интенсивность света, то, в принципе, все люди разные. То есть, как бы под одну гребенку вообще никаким образом нельзя. Это раз. Во-вторых, все интерьеры разные. Темный интерьер, светлый интерьер. Это тоже глобально, ну, я имею в виду даже по отделочным материалам, это глобально разные вещи, они требуют глобальной проработки. Ну, одна и та же лампочка будет по-разному светить. А если мы там про экстерьер говорим, там вообще просто этому нужно уделить там супер внимание, потому что у тебя матовый кирпич черный какой-нибудь или что-то светлое, глянцевое, это абсолютно два разных проекта. Абсолютно вообще кардинально разное оборудование даже. Но вернемся к интерьеру. То есть как бы есть все-таки аналитика того, как хочет заказчик, его мироощущение. Его важно очень снять и вот как бы и реально попытаться сопоставить условно нормативы с ожиданиями заказчика. Это такое как бы тоже, это очень тяжело, но это очень круто, когда ты прям можешь это подружить. И если мы говорим про общие какие-то зоны, то там вот именно нужно опираться на нормы и логику, что самое главное, потому что нормативы тоже как бы, например, там по нормативам свет в коридоре там 50 люкс, например. А если у тебя в гостиной 300, а в коридоре 50, то это такой перепад лютый, что как бы это прям тоже не про комфорт. То есть это тоже нужно как бы итерации неопределенные делать. И нужно слушать заказчика и все-таки предугадывать какие-то моменты. Как кажется, наполнить проект светом, это уже второй вопрос. Надо даже не то, что слушать, надо быть в диалоге с заказчиком, да. Потому что очень многие заказчики, это, к примеру, их первая там большая квартира, и они живут в каком-то вот именно придуманном мире, да, в ней. То есть они даже ни разу не жили именно в таком, грубо интерьере, да, в таком освещении, и они придумывают себе какие-то сценарии, которые потом у них будут просто там не использоваться. Там они ставят огромный стол, а в итоге будут там питаться в ресторане или что-нибудь такое. Им нужен яркий свет, а по сути они не будут... Или там нужно много сценариев, а именно этот человек будет врубать все одной кнопкой и вообще не будет этим пользоваться. Да. Отвечая на твой вопрос по поводу детских, да, про интенсивность. На самом деле, если оперироваться опять-таки на нормы, то в детских комнатах там достаточно высокая освещенность. Ее, как правило, если ее соблюсти по нормативам, ее достаточно. Там же нужно тоже понимать, что детская комната, она делится на спальная зона, зона активности игр, там в зависимости от того, как бы, какого возраста ребенок, и рабочая зона. Каждая из этих зон, они пронормированы, как бы, и поверь мне, в зоне активности и рабочей зоне там норма освещенности достаточная, чтобы быть прям ярким помещением, скажем так. И, наверное, если мы говорим про нормативы, именно пространство детской комнаты, оно самое освещенное в квартире, даже по нормативам. И этой освещенности хватает. Мы, например, часто используем нормативы освещения по уровню дошкольных, школьных учреждений. Там, в принципе, достаточно высокие нормативы для освещенности. Можно
супер прикладной вопрос. Вот ванна, 2 на 3 метра, стандартная какая-нибудь ванна, да. Мне нужно ее осветить. Вот как бы вы ее осветили? Я не про священника, я про освещение. Как бы вы ее осветили? В первую очередь. Ну вот просто для дизайнеров совет, потому что всегда это там, грубо говоря, 2 или 4 точки или 6 точек. Вот на что ориентироваться? Это подсветка. Ладно, с подсветкой диодной там это проще всего сделать, вечерний свет. Причем для меня он должен быть супер тусклый. Для релакса. Да, кто-то делает просто максимально яркий. Я еще потом задам вам вопрос, кстати, после подкаста. Вот давайте просто вот пофантазируем условно. Да, базовый пример для человека, на что хотя бы ориентироваться. Ну, опять-таки, как бы тут понятие такое. Ну, если современный, да, дизайн. Вот, из душевой, не ванна, вот душевая зона. Нет, тут опять-таки все опять-таки душевая или ванна. Душевая зона. Душ. То есть, ванны нету. Нет. Вот это, кстати, тоже момент важный, потому что, то есть, ты, в принципе, варианта спа или вот таких историй ты отсекаешь. Нет, я говорю про самую частую историю. Ну, условия тоже разные, как бы, да, то есть, опять-таки, от потребностей и от желаний, что ты будешь в этой ванной делать, как ты там будешь проживать, да. Если мы говорим совсем прям банальная история, вот прям по минимуму, да. Это достаточно интенсивный общий свет, он может быть реализован абсолютно разными путями. Это может быть и световой потолок. Это может быть и кессонное освещение. Это может быть точки в нужном тебе количестве. А количество точек определено оптической частью и интенсивностью. Это может быть светильники рассеянного света какие-то, как вот у меня в ванной сделано. Я вот, например, люблю, чтобы в ванной было прям светло для того, чтобы там, не знаю, там бриться и умываться и так далее, и утром взбодриться. Да, у меня 2 светильника рассеянного света, которые развивают полностью ванну. А бывает у заказчика потребность, чтобы это было такое камерное пространство, как в гостинице. А там другие примеры. Декоративный какой-то элемент, точки, которые дают вот это вот, не попадая на стены, создают камерность, там, да, какие-то моменты. Но самое важное – это освещение зеркальной группы. То есть всегда свет по бокам, который светит на лицо, делая его освещенным хорошо. Если ты ставишь какие-то точки, то они должны своими лучами перекрывать, опять-таки, не давая теней. То есть они должны быть не по бокам, не сзади, как бы, а чуть-чуть спереди, чтобы они каким-то образом лицо освещали. И фронтальный свет. Вот, а дальше уже там фантазия, как бы там можно нижнюю подсветку сделать, можно полочки подсветить. Кстати, по поводу качества света, вот возвращаясь к нашей теме, я помню еще, что если свет некачественный, если лампочки плохие, там у них, я не знаю, как это технически, это вы должны знать, у них спектр света там меньше, да, и просто люди смоются страшными в этих лампочках, они смоются какими-то мертвыми вообще, это ужасно. Да. Это как раз-таки индекс цветопередачи. Да, это про качество света. Да. То есть... Но кроме качества света есть еще и параметр комфорта. То есть вот, чтобы глаза не уставали? Ну и да, и вообще как бы чтобы... Причем технический свет, да, как бы, чтобы не видно было источника света. Это как бы тоже важно, потому что технический свет, он довольно концентрированный, яркий. И в помещениях почему, да, его в принципе, в основном у него какая утилитарная задача, то есть чтобы включить, чтобы было максимально удобно, там, убрать квартиру. Ну, опять-таки, у любого светильника... Да, есть задача. Вопросу зачем? Да, у любого светильника есть функция. И, то есть, что много таких, там, знаешь, функциональный, как бы декоративный свет некоторые делят, да? Да. На самом деле, мы лично делим обычно технический и декоративный, потому что, в моем понимании, функциональный свет, он весь. Потому что у каждого светильника есть своя функция. Главное, чтобы она была определена. Как бы выбор оборудования должен быть под задачу. Нести красоту, в том числе, это на самом деле функция всего светового проекта. Да, комплексное решение, оно должно у тебя так прям вау. И там в том числе, как бы, вот, чтобы это было вау, да, действительно, светильники не должны слепить. У меня было, вот в моей квартире я сделал себе ночные светильнички, в коридоре, чтобы можно было ночью добираться до ванной. И в них вставил лампочки, по-моему, они были 5 ватт. И мне они показались просто прожекторами, прямо яркими, хотя они светят в пол, там через какой-то вот такой гипсовый светильник. Я вкрутил туда 3 ватта. Стало немножко тусклее, но все равно, Мне предложили наклеить на них шторки. Я наклеил на них шторки, стало еще немножко темнее, но засвет на полу стал каким-то немножко зеленоватым. Ну, он уже, да, спектр упал. Спектр, да, изменился, мне это прям вообще не нравилось. В итоге, это совпадение. У меня кот выковырял одну лампочку. Не знаю, как он это смог. Он, достал лампочку.
и я купил лампы, типа умные лампы, xiaomi'вские, Ну, они много у кого есть, да. воткнул, и там в приложении На я 1%. из 100 сделал 1%. И это просто идеально. Это настолько тусклый свет, который прямо вот не нужен был. Вот. Это вот для меня это супер важно оказалось. То есть это решение, которое вот мне помогло. Поэтому, ну, конечно, да, каждому свое. Кто-то любит жить в темноте, кто-то любит посветлее и так далее. А есть какое-то понимание, вот опять же, просто вот по базе, вот трехкомнатная квартира, 100 метров, 120 метров, сколько денег уйдет на свет? От нуля до Как бесконечности. вам такое? Как тебе такое? Может быть, я понимаю, что это вот звучит странный вопрос и очень неконкретно, а есть какой-то, может быть, например, ориентир, вот чисто по опыту, от общего бюджета стройки? Есть какое-то такое понимание? Вот если стройка, там, не знаю, может быть, так можно ориентироваться? Ну, на самом деле, это вопрос скорее больше, наверное, к тебе, потому что ты знаешь весь бюджет стройки. Заказчик, который к нам, или там архитектор, дизайнер, никогда не приходит и не говорит, знаете, у нас бюджет стройки там 1 000 000 рублей, вот на свет у нас 100 тысяч. У нас такого, у нас просто либо говорят, что какой бюджет, да, но к привязке к стройке мы такой информации просто-напросто не обладаем. Это, кстати, классная история. После подкаста тоже можно с тобой, кстати, это обсудить. Мне тоже стало интересно, есть ли это процентовка. И я знаю, что она вроде как есть. Вот. Поэтому, ну, мы привязаться именно к бюджету стройки, ну, наверное, не можем. Потому что просто-напросто не обладает этими данными. По поводу... Можно опираться на опыт. Но он настолько как бы разнообразный, потому что, ну, понимаешь, купить трехкомнатную квартиру, купить 3 люстры, которые, в принципе, могут выполнять функцию, да, как бы свою, обеспечить какую-то освещенность. Ну, как бы вот тебе, пожалуйста, люстры, ты как бы сам примерно знаешь, что они там от 10 тысяч рублей до там бесконечности. Да. В зависимости от того, как ты сильно накручиваешь свои задачи, будет расти бюджет. Но в любом случае есть там определенная там наработка, что можно там... Вот у меня был опыт, была не трешка, это была евро-двушка, или евро-трешка, когда у тебя 2 комнаты, как бы... Да, плюс как бы там что-то там, типа кухни, да, там. Вот мы сделали там, если мы берем там какой-то супер эконом момент, то мы ее там сделали полностью за 350 тысяч рублей, по-моему. Это свет и электрика. То есть это, на мой взгляд, там, ну, это вот, наверное, от в какой-то степени. А дальше ты уже идешь там выше и выше и выше. Вот, фактически проектирование и решение вопросов с освещением, они, по сути дела, вот пирамида Маслоу, она как бы везде применима. Да. Есть базовые потребности. Я хочу, чтобы было там видно, как Я пройти. хочу видеть детей. Да, я хочу видеть своих детей ночью или в Питере в ноябре, да, в любое время года, да, в любое время дня. Вот, а есть какие-то высшие потребности. И, соответственно, у тебя как бы чек будет расти по тому пути, как ты поднимаешься по этой пирамиде. И на самом деле тоже момент такой, совет зрителям, очень важно по этой пирамиде идти снизу вверх. А у нас так часто бывает, что маркетинг очень у нас качает сильно, который, как правило, находится на высшем моменте. И у нас заказчик приходит, и я хочу, чтобы у меня было там управление с голосового помощника. Такой думаешь, ты сначала реши базовую потребность, чтобы у тебя было видно, куда там идти, и чтобы у тебя это все каким-то образом работало, а потом уже подумай, как это на голосовой помощник завести. А изначально не надо заходить на вопросы, я хочу, чтобы у меня свет там управлялся с голоса. Это вообще должно быть идти последним. Первично должно быть решение базовых потребностей. Но, соответственно, чек у тебя будет расти в зависимости от того, как ты будешь закрывать свои потребности. Мы вот до подкаста обсуждали, разгоняли с ребятами, что человек с самой больной головой, не в плане, что он, у него больше всего болит голова, он больше всего переживает, это электрик на стройке, потому что на него все это ложится, он пытается все это сконнектить. Ты хотел какую-то историю рассказать страшную? Это не страшная история, это история из жизни про... На самом деле, электрик как бы такой это сборный персонаж, это может быть просто строитель, общестроем. Опять-таки, проекты же разные. Бывает, что все реализует один человек. Один человек, да. Да, то есть он как бы мастер на все руки. Потом он исчезает. Да, иногда даже с бюджетом и с частью строительных материалов. Вот такое тоже, кстати, у нас бывало один раз на стройке. Но фактически участников на проекте на самом деле много. И самое главное, чтобы каждый из участников, такой задача к заказчику, вернее, подсказка. Во-первых, всегда должен быть кто-то ответственный.
В идеале, если это был бы там, не знаю... Не дизайнер. Ну, не дизайнер, да, прораб, например, там, или главный инженер проекта, или начальник стройки, или еще кто-то должен быть ответственным. Если ответственного нет, а у нас такое тоже бывало, когда все вроде что-то делают, и все на заказчика смотрят, то тогда ответственный заказчик. И если что-то не так, то надо смотреть, будет идти в зеркало, желательно правильно подсвеченное, и говорить, что, блин, чувак, как бы я ответственный за то, что здесь творится, как бы, и вот получился такой косяк. Вот, и фактически, то есть нужно разделять ответственность, и каждый должен быть ответственен за свою часть. Тем, кто ответственен за часть монтажа, вот тоже как бы очень важно, чтобы они читали и изучали заведомо до начала чего-либо то, что они будут монтировать и встраивать. Потому что в большинстве случаев звонит какой-нибудь электрик, говорит, тоже случай из жизни, мы спалили 2 светильника. Ты спрашиваешь такой, как бы, ну окей, как бы 1 спалить я еще могу понять. А как 2 вы спалили? Ну, мы сначала спалили 1, подумали, что это брак, спалили 2 и поняли, что это закономерность. То есть, слава богу, что они поняли со 2-го раза, не с 3-го, как бы, тоже, то есть, ты читай инструкцию, смотри, как это делается, как бы, изучай строительные какие-то моменты. Но это случай жизни. А потом, если надо эти какие-то там картинки, фотки этого продукта дам, чтобы было понятно, о чем идет речь. Есть безрамочная стройка. Да. Ты понимаешь, о чем идет речь. Она монтируется как минимум 2 разными способами. Первый способ, когда она у тебя крепится к потолку, и выводится потом шпаклевка. Да. А второй раз, когда она крепится за потолочное пространство и условно высовывается оттуда, и потом шпаклюется. Да. Во втором случае ты вырезаешь дырку, заводишь туда светильник, выводишь там какую-то запасную часть, все это тело аккуратно шпаклюешь, как бы все классно получается. А в другом случае у тебя есть такая монтажная плата, под которую нужно сделать выборку в потолке. То есть ты выводишь фаску, туда утапливаешь эту пластинку, прикручиваешь, потом начинаешь шпаклевать. И выводишь потолок в идеально ровный вид с таким безрамочным классным светильником. Это как бы, ну, нормативы, которые ты должен знать. На одном из проектов... Ты это кто? Это прораб? Прораб, ну, тот, кто светильник монтирует. Я уже догадываюсь. Да, это вообще просто эпик фейл такой был. На одном из проектов прораб или, там, не знаю, строитель, электрик, он берет, видит пластина монтажная, видит 4 дырки под саморезом, говорит, о, все классно. Берет к основному потолку, прикручивает. Он такой, все, я прикрутил. Так, но он безрамочный, значит, надо, наверное, зашпаклевать. Там толщина пластинки миллиметр, толщина канта миллиметр, то есть 2 миллиметра высоты вот этой вот. И он пытается 2 миллиметра вывести штукатуркой, даже там больше, чем 2 миллиметра, чтобы это было ровно. Но он понимает, что весь потолок в 2 миллиметра он не выведет. И он начинает выводить от светильника, ну, как бы, и потом мы приходим, ну, заказчик там говорит, что? Ну, как бы виноваты были поставщики из разряда в понимании, что мы продали какую-то там дичь. Мы приходим на объект, и при включении, там еще так было прикольно, там у тебя, ну, окна, которые дают такую, как бы, ну, подсвечивают потолок условно. И у тебя потолок похож на поверхность Луны. Слушай, это прием. С такими бугорками. Мы такие, а что вы сделали? И мы начинаем разбирать, как бы выясняем, что просто вот тот, кто монтировал светильник, он просто не удосужился понять, как он монтируется. Ну, ты говорил как раз, да, что главная проблема, что люди не читают инструкцию. У нас была история, сейчас вот объект уже заканчивается, там прямо в КП по свету было написано, что лампочки 5 вольт. Ну, прям написано, вот. И прораб вывел 220 под каждую лампочку. Вот, и там много прям лампочек над островом висит, и там был вопрос, либо надевать какой-то цоколь там безумный, либо что-то. В итоге они купили заново все лампочки, потому что лампочки они покупали уже потом в конце ремонта, уже ближе к установке. Они покупали заново все лампочки, у которых есть цоколь такой, который именно монтируется. Вот все пришлось переделывать. Хотя можно было изначально посмотреть на КП, посмотреть, что там 5 вольт, и сделать нормальный вывоз с блоками. Я поэтому люблю бывать на объектах, именно когда вот мы привозим, да, светильники, и видеть этого человека. Ну, смотреть ему в глаза. Да, знакомиться с прорабом, видеть электрика, говорить вот... Я понимаю, что заказчик вам может мой телефон не дать, но типа вот я на связи. Потому что, ну, да. Многие просто даже не задают вопросы. Да, на самом деле еще вот на стройке там есть такое понятие, да, психология стройки тоже. Монтажник, да, и там электрик, он может как бы
Ну, ему лучше не спросить, например, ну, там, смотря в каких отношениях, да, они там экономических, там, дружеских, он может не спросить прораба, да, и сделать так, ну, сомневаясь, да, там, что он делает, ну, да, авось пройдет, там, а мог бы спросить, то есть вот всегда спросить проще и сделать правильно, да, там, если ты чего-то не знаешь, все учатся как бы всю жизнь всему, там, все нельзя знать. Прораб может спросить у поставщика, да, то есть не прочитав... Не, ну для начала нужно посмотреть или документацию. Да, или не поняв документацию. Ну, Да. то есть этот фидбэк, он должен как бы проходить, никто не должен этого стесняться, то есть это, наверное, это лучше так сделать, потому что потом будут все как бы Ну, у нас было, когда уже ставили столешницу и потом спросили, и как бы вот этот момент, он занял там несколько секунд, когда столешницу вставляют в пол, да, а переделка заняла реально месяц. Ну, там, причем все подряд, там просто был скандал нереальный, потому что она уже вставлена, ее нужно либо спиливать, либо, ну, там просто вот жесть началась. То есть, если бы был задан один вопрос, один звонок, это бы все избавило минус месяц. Да. Давайте еще тогда вопрос напоследок. Какие главные ошибки совершают дизайнеры? Что бы вы пожелали своим дизайнерам, работающим с вами? Слушай, пожелание, на самом деле, знаешь, еще на один ролик может не понеслась. Ну, на самом деле, опять-таки, прислушиваться, читать, что пишется и говорится, как бы, да, то есть мы ничего в тайне не держим, мы всегда все транслируем. Анализировать все, доносить до заказчика. И смежных кто-то там, если есть какие-то прорабы, электрики и так далее, то есть не держать ничего в тайне. Иногда такое ощущение, что там до момента передачи этого альбома все, что происходит на объекте, оно просто под грифом секретно, не разглашение еще там до 60 лет еще вперед. Вот, да, вот нельзя вообще ничего говорить. Такое тоже бывает. Очень такое, ну, не то что пожелание, ну, наверное, пожелание, да, не стесняться и не бояться и вообще как бы приводить заказчика на встречи. То есть в большинстве случаев у нас как, вот с тобой, кстати, классно, всегда есть какие-то чаты, где есть все участники, это вообще супер классно. И есть еще люди, которые там принимают какие-то решения, заказчик, может быть, да, там, или уполномоченное лицо. Ты можешь все это дело очень гибко решать. Но это уже в моменте там реализации проекта. В моменте подготовки проекта очень часто мы работаем непосредственно с дизайнером. Ты ему что-то сказал, а дойдет ли это до ушей заказчика. И как это дойдет, это тоже вопрос. Поэтому очень классно вести какие-то встречи вместе с заказчиком. Почему? Потому что дизайнер — это такой как бы, ну, это ключ от всех дверей, с одной стороны, но при этом как бы очень с ограниченным функционалом. То есть он везде все знает, но глубинно он не разбирается. Ты прекрасно Ну, и понимаешь. решение все равно финально не за ним. Решение финально не за ним. Он не может понимать все тонкости всех процессов, связанных с настройки, да, как бы. Ну, это факт. Да. Потому что это нереально. Вот. А вот эту глубину подачи информации может как бы узкопрофильный специалист донести. Да, и актуальность информации. Актуальность информации, как бы почему так, почему лучше сделать так, да, как бы. Поэтому очень классно, когда происходит встреча с заказчиком, потому что мы можем, ну, прям, как люди фанатичные, светильников тысячи, да, ассортимент постоянно меняется, есть свои тонкие задачи, новинки, там, ребята, куча всего, ребята да, погружены в это, они этим занимаются, это узкий профиль, да, поэтому мы, как дизайнеры, стараемся работать именно с профессионалами, да, и доверяем им это, то есть мы, ну, это просто нереально во все это погружаться все время. Я на самом деле тоже очень люблю такое сравнение всегда. Я вообще, ну, мне кажется, дизайн — это такая как бы, она очень похожа на медицину с точки зрения, ну, крутости профессии и глобальности. То есть медики не улучшают и спасают жизни, но и улучшают жизнь людей, да, как бы дизайн — это тоже про улучшение жизни людей. И по аналогии, как бы для меня дизайнер — это такой некий терапевт, который знает все. Можете поставить там первичный диагноз, там еще что-то там, да. И дальше он тебя направляет к какому-то специалисту, с которым вместе вы ведете там какой-то курс лечения. Я, короче, всегда говорю, что мне очень нравится быть дизайнером, потому что я каждый день узнаю что-то новое. И я надеюсь, что мой врач не узнает каждый день что-то новое. Поэтому сравнение... Ну, цена ошибки такая же, как у врача. С терапевтом, да, нормально. Цена ошибки, кстати, тоже такая, да, как бы. Да, это как раз терапевт отправляет более узкому специалисту, чтобы исключить свою ошибку. Матвей, что у тебя с дизайнерами? Что бы ты им пожелал? Ну,
Да много всего. Вот, это на самом деле на отдельный выпуск. Но по большому счету, да, это быть на коннекте, стараться разбираться в своих проектах. Ну, как бы я знаю как бы подноготную, да, как бы работы дизайнеров, студий архитектурных, да, то есть это постоянно творческий процесс, там в нем вовлечено как бы большое количество людей, и сам дизайнер, да, и там визуализация, потому что дизайнер не делает одну работу, да, как бы это там начинающие дизайнеры делают все, как бы студии, каждый занимается своим, и управлять этим тоже всегда несложно, ну, как бы непросто, и на выходе, да, там, ну, я много раз сам делал дизайн-проекты, да, контролировал их. То есть я очень часто нахожу ошибки в дизайн-проекте, да, в моменте его прочтения. То есть многие дизайнеры благодарны за это. То есть, вот, были дизайнеры, которые с вами ругались, спорили? Там? Были, да? Были, да. Но на самом деле вот что хотел бы попросить просто дизайнеров, если у вас много... Если у вас много проектов, идите к нам, да? Да. Не, такой момент есть. Если у вас, например, много светодиодных линий, да, там подсветки закарнизной, и плюс есть еще подсветка в плинтусе, разносите это, пожалуйста, на 2 листа, потому что не то, что прораб, да, там, я считал вот один объект в Москве, да, там больше 150 метров ленты в потолке, ну, вот закарнизные, подсветок. И это как бы все одна на одну линию, да, то есть смотреть это на... Ну, короче, это очень усложняет и запутывает. Если вы просто... Я хочу, чтобы мне облегчили работу, да, могу попросить. Если вы знаете, какой вы светильник поставили, вы можете поставить эту спецификацию, хотя бы название. То есть, понятное дело, что я знаю практически все и быстро это все найду. Но это и для вас как бы будет плюсом, да, для человека, который там будет составлять смету, да, если там... Это, ну, как бы это всегда проще знать, что где. И быть более внимательными. Я знаю, есть реально дизайнеры, которые отправляют проект, они даже вообще ничего не знают, что у них там нарисовано, и там, типа, световики сами там разберутся. На самом деле это очень часто бывает, реально, как бы, и, ну, это как бы, в этом тоже ничего страшного, да, потому что как раз-таки мы и занимаемся тем, что мы анализируем проекты и подбираем, потому что мы не просто подбираем по картинке, мы еще анализируем вообще, что туда лучше зайдет. Можем какие-то советы дать. Тут просто как бы слушают эти советы, да, потому что есть действительно, но их не так много, их там единицы, когда ты говоришь, блин, у вас будет здесь там темно, или здесь будет жестко пересвет, как бы. Я 1000 раз так делал, как бы там не спорь. Ну окей, как бы наша задача предупредить, а там дальше уже как пойдет. Как правило, мы всегда оказываемся правы. Ну, кстати, есть такой момент, что да, мы довольно-таки... То есть дизайн-проект, да, и то, что там есть, когда это попадает к нам, то есть мы начинаем с этим работать. Это не то, чтобы... Это не всегда так, только вот как нарисовано, так и будет, да. То есть если мы видим явные ошибки, если мы видим какие-то несоответствия, мы начинаем как бы работать над этим и приходим к какому-то знаменателю. Многие заказчики думают, да, что просто... что это типа склад светильников, вы просто подставляете ценники и продаете это. Кстати, да, вот возвращаясь к ошибкам, наверное, заказчиков, да, у них есть полное ощущение, что вот дизайнер мне нарисовал проект, да, там дизайн-проект, где есть там вкладка по расстановке светильников и визуализации. И это как бы вот априори точно правильно. И вот, ну, как бы тоже такой момент. Зачем делать проект освещения? У меня дизайнер же есть, он же знает, что делает. Он же мне тут навставлял светильников каких-то. Это тоже такая ошибочка, заблуждение, что реально дизайнер не то, что как бы он даже близко не должен быть обязан быть светотехником. Это тоже момент такой, что эту зону ответственности нужно передавать другим. Это тоже как бы пожелание. Я думаю, еще чем больше объект, тем больше этот вопрос актуален. Конечно, чем сложнее объект, тем актуальнее, чем больше дизайн-проект, моментов. Да, он, в принципе, начинает обрастать проектированием после того, как рождается на свет. Это как бы творческий ребенок, да, как бы, который... По сути, это вектор. Да, вектор, концепция. Да, концепция. Вот у заказчиков
они когда платят деньги дизайнерам, зачастую, да, зачастую скажешь, как бы вот что, да, что это рабочая документация к постройке объекта, то есть что там все есть, и как бы вот я найму строителей, и все у меня будет хорошо. Нет, это вообще не так. Это одно из пожеланий, то, что передавайте специалистам те отрасли, которые должны заниматься специалисты. И об этом говорите не в конце, что спасибо, вы мне заплатили там 300, 100, 500 тысяч за дизайн-проект, как бы, а теперь давайте мы еще разработаем проект автоматизации, проект электрики, проект освещения, еще какой-нибудь проект вентиляции, и как бы вот это вот с вас еще 100-500 миллионов рублей, как бы за все эти проекты. И заказчик такой говорит, блин, ну капец, как бы, что за... Вот, это надо вести диалог сначала, что я делаю дизайн-проект, который включает в себя вот такие там разделы. В эти разделы там не входит этот раздел, этот раздел, этот раздел. Эти разделы занимаются как бы смежные специалисты. Это все прописано в договоре, но все равно про это надо проговаривать. Кто читает договор? Договор. Вы читали лицензию, да, когда покупали iPhone. Я считаю, что это смешно потом ссылаться на договор, да, говорить, у нас же все, ну, как бы, просто надо, быть порядочным и говорить все как есть, то есть сразу. И в этом все заинтересованы, на самом деле. Но главное, чтобы это не было неприятной неожиданностью на выходе. А вот это тоже нужно. Чтобы это было приятной болью. Чтобы это было приятной неожиданностью, да. Друзья, я думаю, что на этом мы закончим. Было очень интересно. Я оставлю ссылочки на компании ребят под видео. И до скорых встреч. Давайте еще скажу. Если видео было интересным, полезным, обязательно поддержите его лайком. Подписывайтесь на наш канал, там еще много очень всего для вашего вдохновения. Также переходите во все наши социальные сети. И до скорых встреч, друзья. Пока-пока. Прощайтесь. Пока.